Европейская организация EuroNCAP провела новую серию краш-тестов, в рамках которых было проверено 11 новинок европейского авторынка. Среди них электрокары Porsche Taycan и Tesla Model X, а также новое поколение Skoda Octavia. Все три модели получили 5 звезд из 5 возможных. Смещенный фронтальный краш-тест по правилам EuroNCAP проводится на скорости 64 км в час. В качестве барьера выступает деформируемое 40% перекрытие. Также проводится фронтальный удар со 100% жестким перекрытием на скорости 50 км в час. Боковой краш-тест тележкой с балластом на скорости 50 км в час. Удар боком об столб на скорости 32 км в час. И имитация наезда на пешехода. Помимо этого, протокол включает тесты системы автоматического торможения и удержания на полосе, проверку сидений на хлыстовые травмы. Tesla Model X был близок к рекорду по пассивной безопасности взрослых пассажиров. Она оценена в 98%. Более высокий результат удавалось достичь только Mazda CX-30. Этот автомобиль получил 99%. Высоко эксперты оценили и работу ассистентов безопасности. В этой дисциплине Model X заработала те же 94%, которые в начале года получила младшая Model 3. Ассистирующая электроника Tesla, включая квазиавтопилот, справляется с упражнениями комитета EuroNCAP намного лучше аналогичных систем у других производителей. По результатам тестов, безопасность пассажиров детей 81%. Безопасность пешеходов 72%. Электрический седан Porsche Taycan выступил на 5 звезд, но результаты во всех 4 дисциплинах оказались лишь немногим выше, чем у лифтбека Tesla Model S, испытанного еще в 2014 году. Причиной недобора баллов стали сиденья. Они неважно защищают шеи пассажиров от хлыстовых травм. А поэтому результат оценки системы автоматического торможения был аннулирован, несмотря на то, что система работает стабильно. Все дело в том, что при отскоке после резкой остановки велика вероятность травмы шеи. Безопасность передних седаков 85%. Безопасность пассажиров детей 83%. Безопасность пешеходов 70%. Превентивная безопасность 73%. У нового поколения Skoda Octavia, который придет на российский рынок в следующем году, тоже 5 звезд. Тестировался универсал, так как такой тип кузова для этих моделей самый популярный в Европе. Автомобиль получил 92% за пассивную безопасность водителя и переднего пассажира. За безопасность детей Octavia получила 88%. Безопасность пешеходов 73%. За работу ассистентов безопасности 79%. Пять звезд получат только те автомобили, которые имеют продвинутый опциональный комплекс ассистирующей электроники, способный распознать движущиеся препятствия, включая велосипедистов. Рейтинг ниже 70% автоматически лишает автомобиль 5 звезды. Peugeot 2008 второго поколения получил 5 звезд в версии с пакетом безопасности, и 4 звезды получила обычная версия. Безопасность пешеходов 62% у обычной версии и с пакетом безопасности 73%. Превентивная безопасность 68% и 73%. Безопасность передних седаков 91% и 93% соответственно. Renault Captur нового поколения. Безопасность передних седаков 96%. Безопасность пассажиров детей 83%. Безопасность пешеходов 75%. Превентивная безопасность 74%.
Ford Kuga нового поколения. Комплексная безопасность 5 звезд из 5 возможных. Безопасность передних седаков 92%. Безопасность пассажиров детей 86%. Превентивная безопасность 73%. Безопасность пешеходов 82%. Обновленный Audi Q7. Комплексная безопасность 5 звезд из 5 возможных. Безопасность передних седаков 92%. Безопасность пассажиров детей 86%. Безопасность пешеходов 71%. Превентивная безопасность 72%. Subaru Forester нового поколения. Комплексная безопасность 5 звезд из 5 возможных. Безопасность передних седаков 97%. Безопасность пассажиров детей 91%. Безопасность пешеходов 80%. Превентивная безопасность 78%. Модернизированный Ford Mondeo. Комплексная безопасность 5 звезд из 5 возможных. Безопасность передних седаков 96%. Безопасность пассажиров детей 87%. Безопасность пешеходов 70%. Превентивная безопасность 73%. Volkswagen Charon получил 4 звезды, причем этот рейтинг автоматически распространяется и на родственную модель Seat Alemba, которая отличается только оформлением. Автомобили были представлены еще в 2010 году и недавно обзавелись современными электронными помощниками, к работе которых есть вопросы. Комплексная безопасность 4 звезды из 5 возможных. Безопасность передних седаков 89%. Безопасность пассажиров детей 78%. Безопасность пешеходов 59%. Превентивная безопасность 62%. И, наконец, обновленный кроссовер Jeep Renegade. Он получил всего лишь 3 звезды из 5 возможных. У него самые низкие в этой серии испытаний результаты за защиту взрослых седаков. А отсутствие штатной системы автоматического торможения – это опция, причем с ограниченным функционалом, серьезно снизила оценки как за превентивную безопасность, так и за защиту пешеходов. Хотя испытания показали, что угловатая форма передней части сравнительно дружелюбна к пешеходу. Безопасность передних седаков 82%.
Безопасность пассажиров детей 84%. Безопасность пешеходов 55%. Превентивная безопасность 58%. Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.